В России есть стратегия развития энергетики до 2050 года. В ней, по сравнению с годом 2023, рост мощности на 30%. За счет чего? За счет модернизации инфраструктуры, оборудования, замещения импортного, за счет роста генерации атомной энергетики. Это вызов, сложно. Как компании с ним справляются, мы сейчас и расскажем. Далее первая история. Сразу чувствуется вещь мощная и сложная. Газовая турбина. Без нее не будет света ни в домах, ни на заводах. Раньше зарубежные компании думали, что они законодатели мод в производстве такого оборудования. Ну что ж, пусть это скажут специалистам завода в Санкт-Петербурге. Производство газовой турбины – это высокие технологии, а еще нужны спецматериалы. Ведь она работает в условиях адских температур и огромных скоростей вращения. В советское время газовые турбины для энергетики делали, но в начале нулевых такие агрегаты в нашей стране уже не производили. Пришлось использовать иностранные. То есть, получается, свет в домах и там на заводах, на предприятиях зависел от зарубежного оборудования? Частично, да, частично так и было. В 2018 году правительством России принято стратегическое решение восстановить компетенции и выйти в серию. Что и сделано. Минпромторг поддержал проект силовых машин, работы над турбинами средней и большой мощности 65 и 170 мегаватт. Его стоимость составляет 25 миллиардов рублей, и инвестиции Минпромторга государственного в этот неокр 7 миллиардов рублей. Шаг первый. Восстановили конструкторское бюро. Сейчас в нем уже 150 человек. А для привлечения молодых кадров совместно с вузами создана система студенческих КБ. Сейчас у нас 9 студенческих конструкторских бюро в вузах Российской Федерации. Это порядка 100 человек ежегодно, выпускников. Следующие шаги – воссоздание производств и создание новых. За 5 лет освоен полный цикл изготовления, в том числе критических компонентов. Например, всех элементов камер сгорания – это часть горящего тракта турбины. В России их раньше никогда не выпускали. Работа при высоких температурах и воплотил в себе как, собственно, конструкторские решения, так и технологические, что является уникальным при разработке данного изделия. Было важно восстановить и производство литых лопаток. Мы инвестировали в создание нового участка, нового завода по производству отливок лопаток газовых турбин из никелевых сплавок. Восстановили участки на производстве ЛМЗ Ленинградского металлического завода по нанесению покрытий, по механической обработке, полный цикл. В итоге серийное производство. Сейчас на разной стадии изготовления и монтажа 13 турбин на 170 мегаватт. 2 уже устанавливаются на Каширской ГРЭС. Плюс делают турбины другого класса на 65 мегаватт. Первая такая заработает на Пермской ТЭС-14. К 2029-му предприятие собирается выпускать уже по 10 газовых турбин в год. Дальше мы будем развивать линейку газовых турбин, повышая и КПД, и их мощность. Идет проектирование турбины на 190 мегаватт. В разработке еще более современная на 300 мегаватт. И все это лишь часть огромного списка оборудования. Без производства этой компании не смогли бы работать в России и за рубежом ни тепло, ни гидроэлектростанции, ни атомные. В частности, для АЭС компания единственная в мире, кто изготавливает сразу 2 типа турбин по тихоходной технологии и быстроходной. Тихоходная турбина у нас сейчас, головной образец, смонтирована на Курской АЭС. И до конца года мы уже ожидаем пуска этой турбины. Быстроходные турбины до 1200 мегаватт установлены и в России, и в мире. Они уже имеют достаточно большую референцию. И это не конец. Мы продолжаем развивать линейку. Сейчас у нас в работе 5 турбин
в том числе для реакторов на быстрых нейтронах. Это, опять же, новая разработка Росатома. В энергетике России до 2042 года планируется ввод порядка 88 гигаватт новых мощностей. Понадобится примерно 270 газовых и 340 паровых турбин. Чтобы обеспечить отрасль оборудованием, силовые машины в течение 5 лет инвестируют в производство около 75 миллиардов рублей. Плюс у компании богатый экспортный опыт. И здесь у российских технологий тоже есть перспективы. И я думаю, что наши референции по газовой турбине в Российской Федерации позволят дальше развить экспорт этого оборудования. А ведь экспорт сложной продукции с высокой добавленной стоимостью приносит не только прибыль производителям, вклад в бюджет. Об этом шла речь на рабочей встрече председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и гендиректора РЭЦ Вероники Никишиной. В том, что в федеральном бюджете, в региональных бюджетах растут доходы от несырьевого сектора экономики, в том числе в этом и ваша заслуга Российского экспортного центра. Спасибо большое. И действительно, если в федеральный бюджет доходы от несырьевого экспорта составляют 7%, то в консолидированные доходы регионов, субъектов, это 8%. Вот именно консолидированная работа и федерального, и региональных правительств. Я хочу сказать, что у нас 85 субъектов, включая ДНР и ЛНР, имеют собственную инфраструктуру поддержки экспорта, и мы работаем как вот такой единый взаимодополняющий друг друга организмы. И чем более разнообразная у нас линейка, товарная линейка нашего экспорта, тем больше мы эту связанность обеспечиваем. Продукцию, которая очень нужна российскому рынку, но при этом имеет богатый экспортный потенциал, производит все больше. Здесь, Санкт-Петербургу, есть о чем рассказать, помимо газовых турбин. Символ нашего успешного импортзамещения – это проходческие щиты для строительства метро Петербург. Для нас это очень важно. Вот после распада Советского Союза их не производили в России. Сегодня четверть оригинальной фармацевтической продукции России производится, да, правильно, в Санкт-Петербурге. На прошедшем в этом году Петербургском международном экономическом форуме Петербург впервые в своей истории заключил на развитие промышленности контрактов на большую сумму, чем на проекты транспортного строительства – свыше 500 миллиардов рублей. Далее отправимся в Свердловскую область, где тоже есть пример, как можно создать и успешно производить весьма полезную для энергетики продукцию. Такие бесшовные трубы из нержавейки, которые очень любят на различных передовых производствах, раньше зачастую закупали за рубежом. Как-то не очень для страны, которая стремится к технологическому суверенитету. Ситуацию будем исправлять, решили на этом заводе в Свердловской области. Что из этого получилось, мы сейчас и покажем. Атомная энергетика, химическая промышленность, машиностроение, приборостроение. Во всех этих высокотехнологичных сферах применяются теплообменники для нагрева воды, которым нужны бесшовные трубы. Сделать их сложно. Для того, чтобы получить такую трубу, она подвергается многократным механическим воздействиям методом холодной прокатки. Затем происходит восстановление структуры, рекристаллизация металла. Затем смыв смазки, соответственно, снова происходит механическая обработка, и эта труба делается из большой трубы, которая получается методом горячей прошивки. Когда после модернизации цехов, построенных более полувека назад, в 2020 году открывали новое производство, было создано более 100 рабочих мест. Кадры готовили по программе «Будущее белой металлургии», которая с 2011-го успела зарекомендовать себя. Наши студенты обучаются по принципу 60% практики, 40% теории. Самая главная особенность, что ребята проходят, в зависимости от специальности, получают несколько компетенций. Вступили в федеральный проект «Профессионалитет». К слову, в Свердловской области 12 кластеров уже работают. И еще один мы запустим в этом году. И 7 у нас в процессе строительства еще, которые тоже будут запущены в течение полугода, наверное, 9 месяцев. И вот совместная работа специалисты с предприятий, плюс педагоги и молодежь,
конечно, соответственно, составляется такая программа, которая интересна молодежи и которая позволяет бесшовно после получения образования все-таки молодежи идти на предприятия. Но речь не только о составлении образовательных программ. И нам государство выделило 100 миллионов совместно с работодателем. И мы закупили, например, самая, наверное, наша гордость – это лаборатория неразрушающего контроля. Также огромное количество станов. Готовят специалистов и для компании, и для всей Свердловской области. Ребят заключают целевой договор, это тоже, опять же, условия нашего работодателя. Помимо того, что ребятам по окончанию предусмотрено рабочее место, также у ребят определенные плюшки есть в рамках обучения. Это повышенная стипендия. Сейчас это 5000 рублей в месяц каждому студенту. Переобучают и действующих сотрудников. Ставка на современное оборудование, автоматизация и позволяет стабильно увеличивать объемы производства. Это все частные инвестиции, на государство помогало. Это софинансирование. По федеральным программам, да, были выделены средства на приобретение, на обновление парка оборудования. И, кстати, среди 150 единиц современного оборудования есть и российское. Мы используем прокатные станы российского производства. Их разрабатывал Институт цветметобработка. Есть другие единицы оборудования российские. Есть термические агрегаты, которые производила компания ТКМ из города Старый Оскол. То есть тоже агрегаты уникальные, единственные в России. Современные, высокотехнологичные и надежные. Трубы, которые работают в экстремальных условиях, обязательно испытывают. Под микроскопом оценивают структуру металла, проводят механические тесты, чтобы не подвести клиентов по всей России и за рубежом. Вот конкретно данные трубы мы поставляем для атомных электростанций, для различных, в том числе для турецкой атомной электростанции. Там в теплообменниках стоят наши трубы. То есть география поставок у нас обширная. Это практически вся Россия, страны ближнего зарубежья и те страны, в которых строятся атомные электростанции и Росатомом. В чем еще польза от развития экспорта? Поскольку в нашем случае речь идет о высоких технологиях, важно держать марку. Это серьезный фактор развития конкурентоспособности нашей продукции, потому что для того, чтобы присутствовать на высококонкурентных экспортных рынках, нужно постоянно совершенствовать качество своей продукции, снижать себестоимость, повышать производительность труда. Поэтому выигрыши от такой работы оказываются не только покупатели за рубежом, но и российские и покупатели, и российская экономика. Безусловно, здесь важна поддержка экспортеров. О ней чуть позже. А сейчас в Пермский край, где готовят кадры для энергетики и разрабатывают для отрасли новые технологии. Как часто мы слышим, что времени всегда не хватает. Кто-то скажет про здоровье, кто-то про деньги. А еще природные ресурсы явно заканчиваются быстрее, чем хотелось бы. Вот Пермский научно-образовательный центр называется «Рациональное недропользование». Какие уже есть результаты работы, мы сейчас и узнаем. Это не обучение ради обучения. Когда в 2019 году создавали центр, его целями стали подготовка специалистов, разработка инновационных технологий, замещающих в том числе импортные, и внедрение в производство. Бизнес – целевой заказчик. Получается? Конечно, успешно получается с 2019 года. И по результатам даже прошлого года мы стали первым центром в стране, то есть официально заняли первое место по рейтингу как раз по эффективности нашей деятельности. Изначально якорными партнерами стали как раз нефтедобывающие компании. Совместная работа идет и по сей день. Вот пример одного из решений. Разрушение трубопровода можно замедлить в несколько раз. И в целом объем добываемой нефти, думаю, тоже можно увеличить в 2-3 раза, а то и больше. Вячеслав занимается разработкой реагентов для нефтехимии. Сначала получает небольшое количество вещества, которое может улучшить процесс добычи. Анализирует. Потом в дело вступает реактор, готовый наработать большие объемы. Партия идет на промышленные испытания. В случае успеха пермский продукт заменит импортный. То есть наша задача, конечно, это полный замкнутый цикл производства внутри нашей страны, то есть вообще как бы исключить зарубежные поставки. Сделать не хуже, а то и лучше. Естественно, не хуже, да.
А это решение для предприятий нефтепереработки ИТЭК уже каждый день использует более 4000 человек. А руководитель на карту смотрит, ага, вот здесь. Да, вот. и видит перемещение своего работника. Мобильное приложение обходчика. Работает так. Руководитель через компьютер раздает задания подчиненным. Обходчик уже получает непосредственно на своем смартфоне задание, и ему указано, где, куда и что нужно сделать. Он выполняет эти операции, фиксирует, может фотографию отправить, может результат, записать показания какого-то датчика, и все это автоматически формируется в отчетность по рабочему дню персонала. Решение пришлось по нраву не только энергетикам. Теперь повышает эффективность субординации на железных дорогах, а программисты делают следующий шаг. Работают над тем, чтобы планшет обходчика сам собирал данные с автоматических систем управления производством всевозможных датчиков. Информация бы подтягивалась непосредственно через наш смартфон, не используя какие-то сторонние сети, и оказывалась уже у самого заказчика, у инженера на столе, так сказать. Так безопаснее. Да. Конечно, центр уже вышел за пределы разработок только для энергетики. Скажите, пожалуйста, что вас беспокоит? Полицию. В зубе, который вас беспокоит, есть полость. Будем лечить правый зуб номер 6. Андроид-пациент – интересная кооперация науки и бизнеса. В Перми есть компания «Промобот», которая производит роботов. Более 600 вариантов выражения эмоций. Двигать глазами, челюстью и основными элементами лица. Это самый большой показатель по количеству искусственных мышц в лице робота. У нас с вами, у людей, их около 40 в лице, у нашего робота 28. Ближайший аналог имеет не более 15. И совместно с 3 медицинскими вузами был создан робот в помощь студенту. Когда нужна практика, а диплома еще нет, он готов стать пациентом. Причем искусственный интеллект может имитировать весьма сложные клинические ситуации. Даже в обморок, да, может упасть? Да, команда, которая работает, да, это помощник стоматолога, стоматолог, должны предпринять правильные действия, чтобы вывести робота из этого состояния. Также разработаны более тяжелые состояния, например, анафилактический шок. А контролирует действия дантиста смарт-зуб с мозгами. Вы имеете возможность контролировать температуру, давление, вибрацию на зуб, да? Вы с помощью средств нейросетки имеете возможность определять габаритные и геометрические характеристики тех лечебных процедур, которые вы делаете, то есть размер, глубину, величины фрезерования всего того, что нужно. Другая разработка проходит доклинические испытания. Бионический протез уха позволит восстановить слух. И есть индустриальный партнер, который готов выпускать это изделие медицинского назначения после соответствующей процедуры государственной регистрации. Одно из новых направлений в центре – беспилотная авиация. Мы на пороге создания новой отрасли в стране, и поэтому сейчас создается сеть научно-производственных центров по беспилотным авиационным системам. И такой центр мы создали в Перми, в Пермском крае, и непосредственно стали его управляющей компанией. И уже идет работа над новыми беспилотниками, которые могут быть полезны и в геологоразведке, и в обследовании трубопроводов. Модели создают из композитов, в том числе из вторсырья, разрабатывают двигатели. Но наша основная задача – это здесь создать инфраструктуру, чтобы наши предприятия нашего региона, соответственно, производили свою продукцию, да, ну, в том числе используя вот этот модельный ряд. То есть его масштабировали и производили. Производили свои беспилотники у вас? Да. Уже создан центр коллективного пользования, где к услугам компании и подготовленные помещения, и современное оборудование. Это все делается на федеральную субсидию как раз по программе создания научно-производственных центров в стране. Что еще касается подготовки специалистов, научной работы. Новые возможности откроет межвузовский кампус «Будущее Пармы». Его строят по нацпроекту. Плюс важно улучшать условия, делать современными программы обучения в существующих учебных учреждениях. Мы должны делать так, чтобы кафедры работали
не только непосредственно в учебных корпусах, но и были прикреплены к предприятиям. Так и происходит. И могу здесь примеры привести и в химических отраслях, и, опять же, в машиностроении. Ну и задача участвовать максимально во всех проектах, таких как профессионалитет. Мы высоко оцениваем эффективность этого проекта. Ну и не просто так, мы 11-е в стране по количеству открытых вот этих кластеров, их 10 открыто. 44 учреждения вовлечено, 50 индустриальных партнеров. Но будем еще, я думаю, в 2 раза увеличивать количество этих кластеров. Активно готовят специалистов и герой нашей следующей истории из северной столицы, делающий огромный вклад в развитие атомной энергетики. Посмотрите на гигантизм. Этот завод в Санкт-Петербурге обладает станками, которые могут с высокой точностью обрабатывать заготовки весом 400 тонн и диаметром 10 метров. Уникальное оборудование для уникальных деталей. Вот здесь, например, циркуляционный насос. В целом здесь делают вещи, крайне необходимые для атомных станций в России и за рубежом. Сейчас все увидите. В госкорпорации «Росатом» есть машиностроительный дивизион. В его составе предприятия, которые проектируют, производят и поставляют оборудование. Они в разных регионах, в том числе в Санкт-Петербурге. Мы находимся на площадке крупнейших предприятий машиностроительного дивизиона. Это Ижора, Спецсталь. Да, самым главным, наверное, плюсом хочется отметить, что на данной площадке у нас идет весь передел производственный, да, начиная от металлургического передела, то есть заготовки у нас делаются спецстали, и заканчивая выпуском готовой продукции, да, конкретно готового оборудования для атомной энергетики, происходит все здесь. Полный цикл производства. Сначала из специальных сплавов, а их более 300, делают отливки. Например, здесь металлурги могут изготавливать уникальные слитки массой 443 тонны. После обработки сборка и сварка. И, конечно, испытания на каждом этапе. В помощь цифровизация. Помимо системы мониторинга состояния оборудования, также мы можем похвастаться удаленной логистикой. Также дополнительно у нас есть приемка по качеству удаленная. Предприятия АМ-технологии в год могут сделать до 5 комплектов оборудования для реакторного и машинного залов атомных станций. В том числе современные реакторы ВВР-1200, более мощные и безопасные. А еще насосы, парогенераторы, компенсаторы давления, всевозможные емкости. Ну, вообще можно сами изделия назвать уникальными, по сути же, больше никто не делает. Да? В России, да, действительно, мы являемся лидерами по изготовлению оборудования для атомной энергетики. На сегодняшний день вообще в Росатоме в текущем строительстве 39 энергоблоков, при этом для 7 зарубежных станций. Поэтому очень большой объем, и мы дальше наращиваем наши темпы. За рубеж поставляют красиво. Вот реактор в чехле под гжель отправляется в Египет. И так во многие страны, где Россия строит атомные станции. Китай, Турция, Индия. И сотрудничество будет расширяться. Например, во время госвизита Владимира Путина в Индию по итогам переговоров с премьером Нарендрой Моди подписано 29 совместных документов. Товарооборот за 3 года рекордно вырос, уже 64 миллиарда долларов и вполне может достичь 100. Только за 9 месяцев 2025-го объем экспортных сделок при поддержке РЭЦ достиг 43,5 миллиардов рублей. Это говорит о том, что несмотря на все сложности, несмотря на все попытки нас изолировать, это не только не получается, но все больше и больше количество компаний начинают видеть в экспорте возможности масштабировать свое производство. Это возможность для любой компании, у которой есть желание и товар, стать экспортером, а мы поможем. Поддержка – это и сертификация, и участие в выставках, и помощь в выходе на маркетплейсы, и компенсация затрат на логистику. Меры постоянно совершенствуются, как и сам экспорт. Его будут развивать в макрорегионы, откуда можно поставлять уже и соседям.
Под это будут настроены инструменты поддержки логистики, как и традиционная субсидия по компенсации затрат на экспорт. Мы будем ориентироваться на наиболее экспортоориентированную продукцию высокотехнологичную, которая требуется эта субсидия, чтобы быть конкурентоспособными. Например, на внешних рынках и в России, конечно, востребована не только продукция для ядерной энергетики от этого предприятия. Оборудование для нефтехимии, переработки газа тоже делают здесь. Заказами обеспечены. У нас есть дорожная карта до 1945 года, соответственно, в ней есть как и атомная энергетика, так и новое оборудование, в котором мы также себя пробуем и наращиваем темпы. В планах и новая продукция. Хотим делать оборудование реактора нового поколения. Естественно, мир развивается, не стоит на месте, и надо совершенствоваться, набирать обороты. И мы, соответственно, пытаемся идти в ногу со временем. А делать это без специалистов невозможно. Кадровый вопрос решают так. Мы взращиваем наш персонал даже еще с вузов. Наши кадры очень тесно работают с машиностроительными вузами, с политехом. Много институтов, которые они посещают, отбирают, предлагают. Соответственно, уже можно практику проходить на наших площадях. В ближайшие 7 лет кадровая потребность страны составляет 12 миллионов 200 тысяч работников. Цифры из прогноза Минтруда, который составлен с учетом нового нацпроекта «Кадры». Важно развивать сотрудничество бизнеса и образовательных учреждений, целевую подготовку, наставничество, обновлять оборудование. Если будут специалисты, будет и технологический суверенитет, в том числе и в энергетике.